Сразу после своего задержания Алексей Навальный анонсировал протестные акции на субботу, на 23 января, которые должны пройти во всех крупных городах России. И, собственно, все штабы Навального в регионах начали подготовку и координацию этих акций. Накануне власти запугивали, что будут действовать очень жестко, запугивали людей, чтобы снизить численность. Вот на момент, когда я записываю, сейчас час дня, в Москве акция должна начаться только через час. Я сейчас иду на Пушкинскую площадь. По всей России порядка 250 задержанных. Но самое интересное событие, конечно, будут в Москве и Петербурге. За несколько часов до начала Пушкинскую площадь, говорят, оцепили. В городе вообще сейчас я иду, очень много полиции, Росгвардии, они стоят на всех ключевых точках. Ну, посмотрим сейчас, что происходит на Пушкинской площади. Данное мероприятие является незаконным. Мы делаем все, чтобы обеспечить вашу безопасность. Да, ну народ вышел на проезжую часть, прорвали ограждение. Сейчас здесь вот ОМОН пытается как-то огораживать, не дать людям идти. Выводят сотрудника полиции, который оказался в толпе. Окружили, тут вот окружили сотрудников полиции ОМОНа. Довольно большая толпа идет сейчас по бульвару. На Пушкинской там было несколько десятков ОМОНовцев, но оцепление проводить народ. Буду гулять по бульварам, и пока никто не препятствует. То есть Росгвардия и полиция, которые стояли, они пока никак не вмешиваются. Так, и на Трубной все-таки полиция блокировала дорогу. Там довольно много сотрудников. Блокировали бульвар. Сейчас непонятно, что будет, что люди будут дальше делать.
Так, вот отбили. Так, второй сам убежал. Так, ОМОН отступает, который пытался задерживать их немного, вот они сейчас отходят назад. Мы без оружия! Мы без оружия! Мы без оружия! Уходите! 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 Да, ну вот продолжается зачистка Трубной площади. Здесь уже подъехал ОМОНа стало побольше. И выдергивают активистов, выстраиваются в цепочки и так вот пытаются рассеять толпу. Часть людей пытались направить к Садовому. Сейчас 6:30. Можно сказать, что в основном акция закончилась. По крайней мере, в центре уже остались совсем маленькие группы протестующих. Происходит до сих пор единичное задержание, в основном на Цветном бульваре. И в этот момент, говорят, по Садовому кольцу колонна протестующих идет в сторону Матросской тишины. Несколько часов назад поступила информация, что они перекрыли вокруг там все дороги. Вот такие были сегодня протесты. Протесты были очень массовыми. Подавлялись они довольно жестко. Пишут, что в Москве более 1000 задержанных. Мы продолжаем за всем следить. Более оперативную информацию, друзья, смотрите в телеграм-канале, новостном телеграм-канале и у меня в Инстаграме. Ну и завтра обязательно обсудим это в выпуске воскресных новостей. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Россия будет свободной.